Сегодня мы разберем разрывную 410-ю главу Героики, которая вышла прям очень многогранно. Столько различных эмоций она подарила, я прям очень впечатлен. Так что погнали разбирать эту главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 410 глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 410 главы. Начнем, пожалуй, с самого захватывающего, чтобы по мере дальнейшего просмотра ролика не было приступов и вас понемногу отпускало. Так же, как и за сражением Бакуга, за поединком своего сына слезно наблюдала и мать Изуку Инка. Ее переживания сейчас куда выше, ведь Мидория больше не сдерживала своего противника черными путами и перешел в нападение. В данный момент эти двое передвинулись ближе к морю, творя здесь полнейшую ахинею. Сделано это было для того, чтобы в некоторой степени нейтрализовать Шигараки, ибо в данный момент его разрушительный потенциал куда выше и опаснее, нежели у ВЗО, поскольку у этих двоих злодеев были совершенно разные намерения. Все за одного желают править миром, и его действия не так сильно расположены к разрушению. А вот Томура желает уничтожить все, что так дорого героям, а значит и его цель это разрушить все на своем пути. Местность, людей, абсолютно все. Да и по словам самого Шигараки, если ему выдастся возможность коснуться земли, то всего лишь в одно мгновение он тут же уничтожит огромную часть Сидзуоки. А с его нынешней мощью ему под силу всего за одну неделю уничтожить 378 тысяч квадратных километров площади Японии. Это фактически полное стирание с лица земли целой страны, да еще в такой малый срок. Так что передислокация ближе к океану очень разумное решение, и оно в некоторой степени облегчит сражение для Мидории, обеспечивая пока безопасность населению. Избавившись от сдерживания своего противника черным хлыстом, активировав одновременно сразу три причуды: переключение передач, предчувствие опасности и Фаджин. Сейчас Изуку поставил для себя задачу полностью сосредоточиться на контратаке, для того чтобы как можно скорее разделаться с Шигараки. После чего Мидория с огромной скоростью наносит удар по противнику, но приблизившись, буквально в то же мгновение Томура касается лица главного героя. Однако благодаря причуде четвертого, предчувствия опасности, Изуку сразу же уничтожает его руку. Но, ребятки, к сожалению, самое страшное уже произошло. Ибо когда ГГ использовал предчувствие опасности, в тот момент Шигараки успел украсть у Мидории его причуду. И это полнейший шок. Образ четвертого, как и его причуда, пропали из вместилища одного за всех. Теперь главному герою предстоит сражаться просто в невероятно сложных условиях, поскольку глупо будет отрицать, что причуда четвертого была не одна из важнейших способностей, необходимая для противостояния такому монстру, ибо только благодаря ей Мидория успевал уклоняться или предотвращать смертоносные атаки Шигараки. А теперь эта способность у самого злодея, что в разы усложнит ГГ эффективно его контратаковать. Я даже боюсь представить, какое же нам предстоит лицезреть ожесточенное сражение. Вот только бой Изуку и Томуры не единственное, чем нас порадовала эта глава, ибо наконец-то свершился финал сражения Бакуга против ВЗО. После предыдущей атаки Кацуки антагонист был окончательно попущен. Все за одного теперь младенец. Большинство его украденных причуд просто перестали слушаться. Но даже в таком немощном состоянии злодей пытался добраться к Шигараки, и по его словам, у него все еще были шансы завладеть этим телом. Однако Бакуга, несмотря на то, что он уже буквально не мог стоять на ногах, из последних сил решается добить и так уже разбитого ВЗО, который даже впрочем пытался супротивиться, атаковав своего оппонента шипом, цель
целясь ему прямиком в голову. Вот только Кацуки останавливает зубами и подрывает этот шип, после чего добивает все за одного, нанеся противнику окончательный фатальный урон, из-за которого злодей был полностью уничтожен перемоткой времени до полного исчезновения. И затем, обессиленно падая на землю, пытаясь сделать победную стойку всемогущего, Кацуки передает эстафету Мидории. Что же, Бакуга, конечно, красавчик, он выложился по полной, показав максимум своей причуды взрыва, испытывая при этом невероятную боль. Но вот насчет ВЗО я остался совершенно недоволен. Был таким пафосным злодеем, а умер как ничтожество, не сделав даже ничего перед своей смертью, не считая, конечно, величайшую машину для убийств Шигараки Томуру. Но он предназначался по его задумке совсем для другого. Не, ну мог хотя бы взорваться перед смертью, так бы хоть ушел хоть с чем-то, а в итоге умер так жалко. Шигараки, кстати, говорит, что ВЗО был убит по его вине, так как если бы он тогда окончательно уничтожил тело Бакуга, такого бы не произошло. Но Томура благодарен своему учителю за то, что он сделал его таким сильным, что ему теперь без труда удается поспевать за последним обладателем одного за всех. Ох, ребятки, эта глава меня и шокировала, и порадовала, и даже расстроила. Ну и да ладно, ведь теперь нас ожидает просто невероятный эпик. Бой Мидории против Шигараки, в котором ГГ уже потерял одну из важнейших причуд. Так что ожидаем следующую главу. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm taking it. What the fuck? Look at my passion ball.